Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Вы, конечно, помните, как я начала работать с этой прекрасной заготовкой. Делала я ее из совершенно бросового материала, который я хотела отправить в сад подвязывать помидоры. Это кромки от тканей. Вот. Из них я приготовила такие замечательные, очень красивые полосочки. А сейчас будем продолжать работать, создавать наш шедевр. Готовим кусок ткани для подкладки. Для оформления застежки готовим по 2 кусочка ткани из джинсовой ткани и 2 из подкладочной ткани. Теперь будем оформлять эту застежку. Молнию вкладываем между деталями застежки и пришиваем. Обратите внимание, сами края молнии мы не должны их вшивать в вот тот самый боковой шов. Строчку прокладываем по намеченной линии. Девочки, шью эту сумочку. Такая она весенняя, такая она нарядная. А за окном минус 30. И анекдот сразу вспоминаю. Кот метался по сугробам и кричал: «Ну и где? Где, я вас спрашиваю, весна? Ну что за страна, а? Где девочки, подснежники, щебетанье птиц? Хоть воробьев чириканье, хоть ворон карканье, где? Я уж не говорю об оттепели. Снег с неба сыпется, как прорвало у них там, а у этих весна тут, сплошной обман и вранье». А люди слушали кошачий крик и улыбались. Ишь, как орет, весну чует, котов не проведешь. Делаем такие отвороты с обеих сторон молнии, а потом отстрачиваем по контуру деталей. Обратите внимание, самый конец молнии я не закрепляю и выпускаю его на свободу. Вы видите, как я оформила эту застежку. Длинный конец молнии я подрезала и закрыла его кусочком ткани. А с другой стороны нашей застежки стоит подкладочная ткань. Сделала внутренний карман. Решила не заморачиваться и воспользовалась уже готовым джинсовым кармашком. Обратите внимание, когда будете пришивать, с изнаночной стороны подставьте кусочки ткани, чтобы карман этот не вырвал ткань. Показываю линию прокладывания строчки. Подготовила длинные ручки. Для этого полоски джинсовой ткани сложила пополам вдоль, подогнула внутрь открытые срезы и проложила по краям строчку. Определяем место пришивания ручек. Для этого от середины верхней части лицевой детали сумки откладываем по 8 сантиметров в обе стороны и вниз еще на 4 сантиметра. Ручки сумки пришиваем в 2 приема. Сначала ручки направляем вниз и подшиваем, а потом отгибаем наверх и прокладываем строчку таким конвертиком. Закрепляем хорошо линию пришива. Работаем с подкладом. Прошиваем по бокам, потом оформляем углы. Для этого их расправляем, совмещаем центральный шов и среднюю линию нижней детали. От угла откладываем 4 сантиметра и прокладываем строчку, а потом эти углы мы отрежем. Многие от меня ждут анекдотов. Но, девочки, я же не просто так анекдоты-то рассказываю. Сказка ложь, а в ней намек. И в ответ на комментарии шибко умных людей я вам могу рассказать анекдот. У одного человека был кот,
Каждую ночь уходил, шлялся, возвращался домой весь грязный и поцарапанный. Мужику это надоело, и он кастрировал кота. Но кот все равно по ночам пропадает. Хозяин спрашивает: «Ну сейчас-то ты что там делаешь?» А кот отвечает: «Я сейчас не просто кот, а кот-методист». Так вот, дай бог здоровья всем преподавателям, всем руководителям и всем начальникам. Переходим к работе с верхней частью. Ручки я уже пришила. Видите, что в местах пришива с обратной стороны тоже подкладывал дополнительную ткань. И нашила еще декоративный элемент. Ну, что делать? Спорола его со старых джинс. Перед тем, как сшивать верхнюю часть, тщательно совмещаем все детали. Иголочки втыкаем в шов. После этого прокладываем строчку. Внутренняя часть сумки у нас готова. Углы отрезаны. Теперь доводим до ума верхнюю часть. Чтобы не ошибиться, можно на углах начертить линии прокладывания шва. Для этого с обеих сторон откладываем по 4 сантиметра и рисуем такой квадратик. Угол разворачиваем и совмещаем срезы линии прокладывания швов. После того, как оформили углы у обеих деталей, можно сшить их вместе, чтобы внутренняя часть крепче держалась. Остается только вывернуть нашу заготовку, расправить углы, разгладить швы. Видите, как хорошо встала внутрь подкладка. И кармашек как раз на месте. Девочки, вот на этом этапе, если кому-то надо, то можно внутрь вставить уплотнитель, чтобы донышко было крепкое. Но я подумала, что мне, в принципе-то, этого не надо, и поэтому я как-то обошлась без уплотнителя на донышке. Девочки, недавно услышала анекдот. Лариса мне его рассказала на канале 100 идей. Анекдот такой. Жена говорит мужу: «Дорогой, я испекла пирог, пойдем его кушать». Муж приходит, говорит: «Это называется кулебяка». Она говорит: «Что сразу бяка? Ты хоть сначала попробуй». Поэтому сразу не отключайтесь. Вы сначала посмотрите, что у меня получилось. Посмотрите, как будем вшивать застежку. Находим и совмещаем середины всех деталей и закалываем булавочками. Потом прокладываем соединительную строчку и обрабатываем верх бейкой. Сумка готова. Так она выглядит изнутри. Но я внесла еще небольшое дополнение в конструкцию. Проложила строчку. Ручки дополнительно пришила к верхней бейке, чтобы нагрузка на ручки равномерно распределялась на всю конструкцию. Девочки, я довольная, да, как слон. Сумка получилась очень радостная, по-весеннему светлая и свежая. А ведь в ее основе лежат те самые никому не нужные кромки, которые я хотела выкинуть. В общем, я пошла выгуливать новую сумку, а вы пишите комментарии, ставьте классы, подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!